Раз. Так, что-то на ютубе, по-моему, задержка великовата. Ну, может, она всегда такой была, но только сейчас я это заметил. Но, в принципе, это не имеет значения, пожалуй, никакого. Так, Facebook. Так, ладно, по звуку все нормально, это можно достать, значит. Так. Показать все. Так, что? Ну уж этот YouTube. Facebook. Не понял. Вот. О! А мы в эфире уже, да. Привет, Даниэль, привет все, кто тут еще есть. Уже я вижу, кто-то есть, да, еще тут даже кто-то, кроме нас двоих. Вы видите сэра Холмса, это канал благородных сэров, перед вашими глазами Firewatch. Игра, про которую я имею тоже только общее представление, но такие игры, я знаю, их лучше проходить. Вообще ничего о них не знаю. Они, в общем-то, простые, и тут нанубить сложно, но упор делается на сюжет. Ну и атмосферу, наверное. Так. Ну да, вроде все готово, можно начинать. Да, рад всех вас видеть. Давайте попробуем. Я думаю, это будет интересно. Так, пустая игра. Звучит не очень позитивно, но сейчас мы ее заполним, все станет хорошо. Наверное, много тоже диалогов довольно будет. Кемпо Санта. Студия еще на плаву делает какую-то игрушку сейчас. Довольно долго, правда, делает уже. Сжечь лес, да, но я думаю, мы его не сразу сожжем. Мы будем постепенно к этому идти. Боулдер, штат Колорадо, 75-й год. 75-й тоже неплохой год, наверное. 70-й тоже интересно. Но у меня больше 90-х. Ты видишь Джулию? Интригует. Значит, я не вижу Джулию на самом деле. Надо нажимать. Да, я вижу Джулию. Так, она примерно твоего возраста, ближе к 30. Смеется в компании хорошо одетых профессоров и аспирантов из соседнего университета. Или профессоров. Я думаю, профессоров. Правильнее. Аспирантов из соседнего университета. Соседний университет. Ты, Генри, пришел выпить со своими друзьями. В компании хорошо одетых профессоров. Ой, я, наверное, не решаюсь к ней подойти. Нет, я подхожу к ней. Ты пьян. Давайте будем откровеннее. Ты красивая. Это ты красивый, спокойно говорит она. Вот это поворот. На самом деле нет. Ты — это будущее похмелье. Что? Отвечаешь ты смущенно. Кто-то должен купить тебе чизбургер, говорит она. Вот так и пообщались, так и познакомились, да? Интересненько. Так, сейчас мне надо тут... Вот. Я выгляжу на стриме, по-моему, как не очень аккуратно вырезанный в фотошопе, как будто. Странно. Ну ладно. Надо будет поковыряться в настройках OBS. Напарник в Discord для чтения. Я буду ждать... подожди. В Discord можно трансляцию пустить, да? Да не надо, я сам должен это читать. Ну, привет, кстати, Рендер. Не. В таких играх я сам должен все читать. Она зовет официанта. Неделю спустя вы уже вместе. Я тут не очень стандартное время еще выбрал для постримить. Кстати, наверное, надо чувствительность мыши понизить. Чтобы это можно было все так более плавно осматривать. Суицид Рэйчел Фостер я проходил на геймпаде. Но тут я даже решил время не тратить, чтоб... Решил не тратить время, чтоб... Так. Ну, давай.
Рестрим ворует цвет моего ника. Откуда он ворует цвет? Не понял. Так, я надеюсь, что трансляция будет плавно идти, а то как-то, по-моему, нет. Ну-ка. Надо было все-таки тест производительности запустить какой-нибудь. Сейчас мы быстренько это исправим. Качество теней нам не нужно. Детализация мира стояла высоко. Слушайте, ой, ну все, у меня железо устарело уже. Ну, я в такой игрушке понижаю настройки графики. Так, а может... Нет, тут все верно. Может, надо что-нибудь выключить вообще? Нет, в этой игре лучше все, наверное, вот так вот сделать равномерненько. Свечение. Я хочу много свечения. Продолжить. Как безнадежно устарело мое железо. Ужас. Я не думаю... Может, Firefox плохо оптимизирован? А может, мне кажется, что лагает? Я довольно... Ладно. Это пусть все останется так. Ты встречаешь... ты что я читаю? Вы встречаетесь больше года. Она сводит тебя с ума. Я надеюсь, в позитивном ключе. Ну да, говорит, это здорово. Ты переезжаешь к ней. Вы живете в квартире рядом с университетом с видом на горы. Вы пьете пиво на террасе. Вы пьете пиво практически везде, как романтично. Жизнь прекрасна. Наверное, вино было бы... Ну хотя... В пиве... Чувствительность плавности управления настроить. Чувствительность... Плавнее, чтобы было, да? Чтобы было чувствительнее и плавнее. Джулия хочет завести собаку. Есть взъерошечный крошечный бигль. Джулия в него влюбилась. Она хочет брать его с собой на работу. Есть еще устрашающая немецкая овчарка с добрыми глазами. Ничего плохого не может случиться с Джулией, пока она будет гулять с этим псом. Он крутой. Бакет. Ну, раз она влюбилась... Нет, смотрите, она хочет же собаку, да? О. Никита, привет. Димейдж, приветствую вас. Говорит, я женюсь. Сразу такой, врывается с духом. Я женюсь. Поворот рисковатый. Ну, вот я просто дергался еще. Но это из-за того, что пиво, да, вы пьете постоянно везде. Ты говоришь, о, все, я женюсь. Что может быть лучше? Так, ну да, раз она хочет собаку, и она при этом влюбилась в бигля, то... Ну, тут же ничего не говорится, что она влюбилась в овчарку. Ей больше нравится бигль. Как бы складывая эти два фактора, мы выберем бигля, да. И называем его бакет. Бакет. Ведро. Пес. Бакет. Отличный пес. И неделю спустя вы забываете о другой собаке. В смысле? Ну, между которыми был выбор, да? Джулия его любит. У меня нет выбора, я тоже его люблю. Кстати, миленькое, да, начало? 79-й год. О, прошло 4 года. Вы разговариваете на террасе. Лето. 9:30 вечера. Но жар все еще долетает со стороны пустыни. Что ты думаешь о детях? Спрашивает она. Дети? Они не очень умные и не на многое годятся. А я там, чтобы нам завести нескольких. Пару маленьких дурачков. Но мы как люди взрослые... Нет, современные скажем, что... Ну, когда-нибудь, зачем спешить? Она отворачивается, глядя на горы. У нас ведь еще много времени, так? Говорите за себя, мистер. Не волнуйся, успокаиваешь ее ты. Фифа? Или фифа? Ты говоришь ей, что у нее тело студентки. Моим яичникам забыли это передать, смеется она. Когда-нибудь, хорошо? То есть есть какие-то проблемы уже, видно. Ну хорошо, когда-нибудь, отвечает она. То есть надо спешить. Полгода спустя вы обручились, лежа в постели воскресным утром. То есть, получается, 4 года встречались, и теперь обручились. Новелла, но без картинок.
Ой, черт, простите. У меня свет упал. Это очень непрофессионально, я знаю. Но побудем немного Валинардом сегодня. Чё ты упал-то, ешь? Ты ж... О, вот так вот. Нет, это полноценная игра. Сейчас вот это вот просто вступление такое. Потом будет геймплей, увидите. Меня порвало. Почему у тебя порвало? Ну-ка, сшивайся. Светотрясение. Ладно, полгода спустя... А, ты я читал уже. Ну, что там дальше? Юра, приветствую. Вот, собственно, начинается геймплей, похоже. Рисковатые повороты, да? Если понизить чувствительность... Ох, черт, надо было на геймпаде играть, наверное. А слушайте, если я прямо сейчас его подключу... Плагин Play у нас тут работает. Черт, так, кстати, дайте мне музыку-то обратно как-то. То сразу в главном меню музыки нет, тихо, неинтересно. Слушайте, это сложно. Вставить штекер в разъем, оказывается. О, да, плагин Play нормально. Слушайте, да, вот в такие игры лучше на геймпаде играть. Ладно, я думаю, нас обучат управлению, да? Ну да, так ведь намного лучше, да, плавнее. С первого раза попадаю. Куда? Ну ладно. Так, что у нас тут? Трофейрский какой-то хвостоголов. Трейлхед. Хвостоголов? Никаких фейерверков. Намного лучше, отлично. Трофарный... А, подожди, трейл. Это же след, а не хвост. Ладно, неважно. Головослед. А, ну я понял, да, штекером. Это не рекомендованный для неопытных хайкеров. Ну тут опасная дорога, в общем. Какая-то. Не забывайте про... Ну, короче, мне надо идти просто. В этой игре ничего сложного нет, можно не париться. Да понял, я понял про разъем. Спасибо. Я туплю, бывает. Постоянно, всегда. 80-й год. Вечер четверга. И Джулия опаздывает на 4 часа. Она не звонит. Ты волнуешься и с каждой минутой все больше сердишься. Так. Угу. Она возвращается, когда ты уже лег. Она не то чтобы пьяна, но явно хорошо провела время. Вы ссоритесь, когда он ложится под одеяло. Лучше злиться, чем игнорировать. Ты называешь ее бесчувственной сволочь. Она говорит тебе идти нахрен и советует перестать быть таким детем. Ты называешь ее эгоисткой. Она знает, что ты говоришь всерьез, и это ее ранит. Снайпер. Да, рад, господа и дамы, что вы прибываете. Я вижу, вас становится больше. Вы на канале Благородных Сэров, Сэр Холмс, Firewatch. Лайки, подписки, пожалуйста, там, что там говорят. Не, на самом деле я просто рад вас видеть. Знать, что вы здесь со мной. Итак, Джулия все еще любит рисовать. Ага. Она рисует растения из своих исследований. Рисует все места, где вы бываете. Рисует тебя. Да, поиграем мускулами. Как He-Man. Кто такой He-Man, правда, я не знаю. Ты выглядишь восхитительно. Спасибо. Ты тоже игра. Какая интересная цветовая гамма тут. Да, игрушки вроде бы графика простая, но...
игра цветов. Да, игра цветов тут решает. Вышка, 2 тропы. Еще 13 километров пути. Нажмите пробел, чтобы перепрыгнуть. А где пробел на геймпаде? Так, компас. Ага, Y. Забаним Никиту. Надо добавить сначала в правило такой пунктик, что ты должен попадать штекером в разъем хотя бы с 5-го раза. Если попадаешь раньше, то слишком крутой, и ты тут не нужен, да? Летними вечерами ты и Джулия любите гулять с бакетом, с ведром, ведрышко. В городе фестиваль, на него съезжаются люди издалека. Один из них пытается напасть на вас с ножом. Это что за фестиваль такой? Это не в Питере случаем? Бакета пинают ногой. Ну, пес это за что? Черт, пес! Кричит Джулия. В стрессе она путается, ей трудно подбирать слова. Ты даешь отпор нападавшим. По роже ему. Ну, ты порезал руку, но хорошенько избил этого парня. Ты не чувствуешь себя крутым. Ты плачешь, пока не приехала полиция. Джулия просит с этого дня выбирать другой путь для прогулок. Ты согласен, тебе тоже не нравится этот путь. С тех пор вы гуляете у реки. Вы же на фестивале были. Какие Чечня. Никита запереживал, смотрите. Планы завести детей откладываются из-за работы. Джулии предлагают работу в Йельском университете. Ель в Коннектикуте. Ель. За 3000 километров. Это отличная работа. Заместитель заведующего кафедрой. Она хочет переехать. Ты точно не хочешь. Ты согласен, если она будет ездить туда-обратно? Я могу наушниками с нулевого раза попасть. С нулевого раза? Это значит, они у тебя постоянно включены. С нулевого раза. Может, что и в кармане у тебя не путаются, ну. Так, ты спрашиваешь, согласна ли она ездить туда-обратно. Ты не хочешь переезжать в Коннектикут? Она говорит, что это будет тяжело, но она согласна. Ты советуешь ей не отказываться от такой возможности, если это то, чего она хочет. Но мне на самом деле стыдно, что я ей отказал уже в детях. Хотя бы в этом надо поддержать, пойти на компромисс. Беспроводные. Так, а ты имеешь в виду, ты попадаешь ими с нулевого... так потому что ими не надо попадать никуда. Хитрец. Она соглашается. Она летает в Болдер 3 раза в семестр. А Болдер это же булыжник переводится. 3 раза в семестр. То есть, это раз в месяц примерно, да? Семестр-то у нас... подожди. У нас же... Слушай, а сколько семестров-то вообще? 2 ведь семестра в году? Я так давно был студентом, как будто уже... Ну-ка, кто студент у нас? Все студенты. Так. Это, 2, да? То есть, раз в 2 месяца она летает домой. Блин, что-то как-то мы не видимся почти. Ладно. Она соглашается. Она летает в Болдер 3 раза в семестр. Так, подожди, да, это 2 семестра. Все, я не совсем с ума сошел. Это хорошо. 85-й год. Уже 10 лет прошло с тех пор, как мы познакомились. Джулию отправляют домой из Еля в оплачиваемый отпуск после того, как с ней случился эпизод. Она сорвалась на коллегу за то, что тот взял у нее книги, которые были важны для ее исследований. Она не помнила, что за 2 дня до этого сама с радостью их одолжила. Что-то происходит с ней. Ее нашли плачущей на лестнице. Ты говоришь, что вам стоит проконсультироваться с кем-то по этому поводу. Игнорировать проблему не стоит. Вы обращаетесь к нескольким врачам. После большого количества обследований они опасаются, что у Джулии может быть ранняя деменция. Ей 41. Ранняя деменция. Деменция это у нас... насколько я понимаю, деградация мозга или деградация мышления. То есть человек начинает
Ну, не то, что терять разум, но как бы разум в детство впадать, скажем так. Что-то такое, да? Ну, или кто разбирается лучше? Флавий, приветствую, приветствую. Вот. Хорошая у нас компания собирается сегодня, меня радует это. А, потеря памяти. О, угу. Да, понял, ладно. Вы оба решаете пока держать это в секрете. Ну, в принципе... Возможно, так лучше. Дневник. Ага, левая кнопка мыши. Причем, что играю на геймпаде. Да, есть... Да, классный напиток. Напиток, я сказал? Рисунок. Да, Олег-то разбирается, но Олег-то занята, наверное, сейчас, да? А где Монотох? Спит. Наверное. Спать засобирался, но так уж и быть. Часик на стриме останусь, и почему и нет. Я думаю, он хорошо поспособствует твоему засыпанию, Флавий, да, оставайся. Я думаю, это правильным решением будет. Я обычно никогда не настаиваю, чтобы кто-то задерживался, но сегодня, я думаю, будет неплохо нам всем. Бакет стареет, собачка наша. Для тех, кто только подошел. Джулия отмечает, что так даже лучше. Меньше будет попадать в неприятности в доме. Неделю спустя она возвращается в университет. Состояние Джулии ухудшается. Она забывает вещи по своему предмету. Ее научная работа в полном хаосе. Она уезжает на своей машине в другой город без каких-либо причин. Ее возвращает полиция. Она раздавлена. Ее отправляют домой на постоянный больничный. Постоянный больничный, прикольно. Что такая функция есть вообще. О, Тета-Сигма, приветствую. К деменции относится иногда болезнь Альцгеймера. Нейродегенеративное заболевание, я выговорил. Иногда человек действительно забывает все аж до детства. То есть про детство я все-таки не совсем не в те дебри ушел, это хорошо. А то я подумал, вот лоханулся, совсем не то, что ты говорю. Да, рад новым лицам на канале, кстати говоря, я видел, вы недавно у нас. Это здорово. Да, что там вот, да, иногда Джулия, которая называет тебя дубиной, а ваших нерожденных детей маленькими дурачками. Иногда она полный незнакомец. Она тянет тебя в кровать, чтобы заняться любовью. Через 5 минут у нее приступ паники, и кажется, что ее отец стоит у порога. Ты говоришь ее семье. Они раздавлены и начинают регулярно приезжать из Австралии, чтобы навестить ее. Какое-то время твои друзья заходят с приятными мелочами, чтобы скрасить день. Ей становится хуже. Ты проводишь дни, следуя за Джулией по дому. Ты считаешь секунды между визитами Дэниела, медбрата, 2 раза в неделю. Он предлагает перевести Джулию куда-то еще, куда-то, где они будут заботиться 24 часа в сутки, в интернат. Ты перевариваешь это несколько месяцев. Ну да, вот в таких ситуациях, я думаю, лучше не быть слишком самоуверенным. Это родной человек, его не хочется отдавать в чужие руки, но так будет лучше, так что решаю перевести ее в место с круглосуточным медицинским наблюдением. Да, тоска, печаль в начале стрима. Не, я думаю, мы повеселимся сегодня тоже. Тут веселые моменты будут, юморные, приятные. Вот, ну, я правда не думаю, что концовка будет какой-то позитивной. Всплакну под корону. Это пиво, что ли, да? That goes great with coronavirus. Так, что у нас тут? Что за дым? Да, графика тут простенькая такая вообще. Немного мультяшная даже. Какой? Но по-своему красиво это все. Их плавность трансляции меня не очень радует, честно говоря.
Так, сейчас надо будет проверить потерю кадров и все такое. Никиту короновали. Никита теперь монарх. Ее семья соглашается с твоим решением. Ты находишь чудесный интернат в Боулдере, перевозишь ее туда. Ты навещаешь ее каждый день. Затем через день. Ты ходишь в бар со старыми друзьями, но все изменилось. У тебя чувство, что каждая жена говорит своему мужу: если ты сдашь меня в интернат, как Генри, я тебе яйца отрежу. Постепенно ты решаешь реже видеться со старыми друзьями. Сестра Джулии, Сьюзан, переезжают в Боулдер, чтобы быть рядом с ней. Она навещает ее каждый день. Иногда ты приходишь с ней. Сьюзан покупает тебе старую печатную машинку и настаивает, чтобы ты ее использовал. Слушай, может попробовать вместо ты подставлять я? Давайте попробую. Может так будет поинтересней. Просто пью пивко. Ну, это хорошо, я думаю. Оно поспособствует лучше прочувствовать эту игру. На Твиче прекрасно, да? Но все равно надо будет проверить. Сьюзан покупает тебе старую печатную... Нет, Сьюзан покупает мне старую печатную машинку и настаивает, чтобы я ее использовал, раз не хочу идти к психотерапевту. Я не пойду. Я не пойду. Сьюзан мне всегда нравилась. Ну... Проходят месяцы. Умирает Бакет. Джулия не может его вспомнить, когда я говорю о нем. Иногда у нее уходит минута на то, чтобы вспомнить, кто я. В глубине души, я думаю, это потому, что я навещаю ее все меньше и меньше. А чем меньше я ее навещаю, тем больше она забывает. Так мне кажется. Приближается лето, и я вижу в газете объявление о приеме на работу. Я соглашаюсь. Загрузка. Ну, собственно, работа лесничим. То, чем мы будем заниматься тут. Ну вот, тут уже побольше геймплея будет сейчас, похоже. Так, ну а теперь мне надо будет проверить, ребятки, проверить, что там по потере. О, хо-хо, да, у нас не очень все хорошо. Надо стрим перезапускать. У нас 57% потеря кадров, поэтому все так лагает. Да, сейчас меньше минутки, ребят, ненадолго упадет стрим. Сейчас подправлю битрейт и... Так, пока потерь кадров нет. Ну-ка. Пока потерь нет, это хорошо. График одно, давай попроще. Так, да, сейчас должно быть норм... Ну, я, по крайней мере, надеюсь. Не лесничим, а пироманьяком. Дайте тогда графику я верну, как было. Геймпадом это уже не очень удобно. Так. А то чё позорюсь-то? Так, а что-то поменялось вообще? Похоже, да. Так, ну ладно, пойдем. Димэйч, да, привет еще раз. Лик Холмса в HD. Да, слушайте, да, сейчас куда плавнее, да, стала картинка, смотрите. Холмса в HD качестве. И как я тебя, Флай? Немного римского стиля. В HD. Холмс HD Edition. Мне вот правда не нравится, что... Эй, открой. Кажется, сломалась игра немного.
Черт. А, вот. Ну-ка, может, здесь выбрать можно. Геймпад DualShock. А у меня кто? DualShock или не DualShock? А, нет, это DualShock у нас это для плойки, а у меня для Xbox. Ну, типа. Так, кратце левый триггер, правый триггер выбрать диалог. Правая кнопка выбрать диалог. Вот как даже. Так, двигаться, бежать, карта. Так. Смотреть фонарик. Правый стик нажать, да? Карабкаться, бежать. Правый триггер использовать, да? А, вот, все, теперь нормально. Отображается. Let me in! Не знаю, почему мне нравится этот набор слов. Let me in, let it in. Как бы символизирует то, что стоит открыться или открыть себя для чего-то, или ворваться куда-то, куда. Ну, ладно. Я думаю, вы поняли мою мысль. Ремастер Холмса? Ах, я тебе не нравлюсь таким, какой я есть, что ли? Сверкаешь. Олмс. Да. Квартал Олмса в Вивеке. Не, нормально, все. Тут вот теперь правый триггер, говорит. Так. Привет, да, снова всем привет. Использовать. О, да, теперь-то куда поуютнее стало. Надо было сразу. А, мимас. Да, все проще оказывается. А, да. Let me in. Да. Связаться с боссом пора. А, да, меня вызывают. Тауэр это Тауэр. Я знаю, что ты там, свет горит. Эй, где субтитры? Right. Правый триггер, чтобы... Ну, тут у нас только вот. Дилайла. Я уже знаю, как ее зовут. Где вы триггер? А. Привет, кто это там? Это ты Генри, да? Ага. Я Дилайла. Да, этот парень меня уже предупреждал об этом. Что с тобой не так? Чё? Люди выбирают эту работу, чтобы от чего-то сбежать. Так что с тобой? Это что с тобой? Хорошая идея, продолжай. Я просто решил спрятаться на пару дней, потому что не знаю, о чем ты вообще. Почему ты спрашиваешь, что не так со мной? Слушай, можно я посплю? Лягу спать навсегда. Да, конечно, давай. Так, ты убила 3 бывших мужей, ты бунтуешь против мамы. А вот это мне нравится. Ты убила 3 бывших мужей. Черная вдова и ждешь момента, когда меня можно будет тюкнуть тоже. О, слушай, неплохо, браво, Генри. Могу теперь поспать? Ну, вообще-то нет. Теперь твоя очередь. Ну, давай. Я про тебя ничего не знаю. Тебя уволили с работы, ты наконец-то решил написать свою новеллу. Вот что заставило тебя отправиться в леса. Спокойной ночи. Добро пожаловать на работу. Слушай, неплохо получается переводить. Ну да, субтитры надо включить. Проапгрейдить надо до версии Holmes 2.0. В этой версии борода в 10 раз длиннее. Да, до пола, да? Доброе утро, Генри. Ну или доброго дня. Ты спишь как камень. Ну, как бы то ни было. Есть некоторая работа на день. У тебя на столе где-то записи. Позвони мне, когда будешь готов. О, дайте мне субтитры. Почему нельзя в меню выйти? Боже мой. Меню не работает здесь. Меня не дадут включить субтитры, похоже. Почему-то такая подстава. Зарядка для рации. Так, рации пока нет, не надо. Выдвижной ящик. Я не могу.
Что-то я ничего не дотягиваюсь-то. То есть я ничего не могу сделать, кроме включить. Да, меню сломали. Ну давай, бери рацию. Так, левый триггер. А, слушай, теперь я могу ходить. А, подожди, а можно? А убрать можно? Похоже, нельзя сейчас. А меню включить? О! Да, вот. Почему у меня не включены субтитры? Теперь можно что-то делать. Старая бумага. Карта 2 орков? Посмотреть. Гора смерти, каньон Дума, ну, типа Рока. Гладийская Сильвия Ancestral, что значит? Ну, какой-то там священный дом. Дом ведьмы. Попяченные земли. Железная крепость. Escape from two orcs. Escape from... Да. Ассоциации у нас с одним, конечно. О, смотрите. Тропа бешеных медведей. Бировцев бешеных. Монотоху бы понравилось. А, подожди. Это не тропа, это какая-то зубная точка, в общем, диких медведей. Священный дом ведьмы. Нет, вон тут какая-то священная дрянь под ним. Ага, логово 2 орков. Магический круг. Река крови. Орочий прудик. Деревня хоббитов. Ну, в общем, еще есть озеро кислоты. В общем, это весело все. А, да, тут прикол, что 20-гранник. Серьезно? А, мы играли в настол... слушай, а кто играл в настолки-то? Да, Флавий, вон там 20-гранник даже лежит. Тут нельзя класть предмет, тут можно только бросать. Вот небрежный парень совсем. Не знаю, положить. И вот так мы будем всю игру. Вот 20-гранник. Подожди. Я не хотел. Левая кнопка. А можно вертеть это все. Черт. Я не хочу, чтобы все так разбрасывалось. Отпечаток амнезии. Там тоже так можно все разбрасывать? Так, шишка я не вижу смысла брать. Так, что настольная лампа. О, давай включим. Поинтереснее. Повеселей. Что-то я... Шошонни. Постер флоры Шошонни. Шошонни. Тут жили шошоны, да, наверное? Я по цивилизации знаю, племя такое индейское, да. Можно поднимать и швырять вещи. Ну, да, очевидно, это пасхалка. О, спать. Инструменты. Ну, просто осмотримся пока. Смерть ударяет в 2. Ну, я так понимаю, тут можно только осматривать по большей части, а как-то взаимодействовать с предметами нельзя. Ричард Старджен. Опыт Ричарда взрывной последовал за одним шансом. Не, он рукой даже закрывает это. Не буду даже читать. Да, надо будет приловчиться это делать. Шошоны классные. Я не сомневаюсь. Старое шотландское мыло. О, оно прямо из Шотландии оказалось у нас тут. Где мы находимся, я не помню. В Вайоминге, да? Часто играл за них. Ага, ну... Да, они там сразу расползаются, да, так территориально быстро. Так, книга рецепт. Ну, в общем... Пора. Извини, похоже, я спал больше обычного.
А, ты злишься? Да, ты лишь задремал на сколько? 14 часов? О, господи. Сейчас сколько? 6? 6:45. Упс. Не волнуйся, эта дорога всех выводит из строя на день или два. Но раз уж ты встал, позволь вкратце рассказать о работе. В центре комнаты есть штука с круглой картой. Видишь ее? Найти круглую штуку. Ага, вот нас обучают. Окей, да, я его вижу. Ну, это обнаружитель огня Осборна, придуманный в 2014 году Уильямом Би Осборном. Ты его будешь использовать для обнаружения, правильно? А какого хрена? В чем дело? Ничего, использовать его для... Да ну... не материться. Вас посветится языком. Если у вас западный окна, ты видишь то же, что и я? А где запад? Ну вот. Что, фейерверки? Да, слушай, действительно. Да, это же нелегально, да? Нет, ты должен немедленно пойти туда и остановить их. Риск пожара охренительно высокий. Это правда моя работа? Твоя работа в том, что я скажу. До ближайшего рейнджера примерно 2 дня пути. Спуститесь туда и преподаем урок. Морализаторство. Так, не, я фанат. Ты, можешь, справишься? Мне им выписать штраф? Полегче, грязный Генри. И выдвигайся. Тебе, скорее всего, понадобится веревка, чтобы спуститься по сланцу между тобой и озером, если я правильно помню. Она должна быть в одном из ящиков с припасами по пути. Ой, они быстро говорят. Код от замка 1, 2, 4. Вообще-то только для всех замков. Гениально. Прям как в метро. Умно. Молчи. Так, я уже забыл, что они хотели от меня. Они. Это они. Неплохо в науку вырваться можно за шашонов. Так, подожди, это? Подожди, нет, карта 2 орков. А можно поговорить про эту штуку. В моей вышке есть карта, которая, кажется, не согласована с геологической службой США. Если только меня без моего ведома не отправили работать в 2 орка. А озеро к востоку отсюда не заполнено кислотой. Да, звучит странно. Похоже, предыдущий жилец любил фэнтези. Так, ну с собой это взять нельзя, надо научиться кидать вещи. Да ты нормально, прям на стол кинул. Так, я забыл, что мне сказали. Ну вы, блин, даете. Они хотели сжечь лес. Пиротехникой, за пиротехникой. Подожди. Вот, припасы, что-то тут... Нет, подожди. Можно повторить? Я забыл, что вам надо. Надо книгу положить нормально. Ова! Нет, мне определенно нравится, как он кидает все. Можно вот каждую штуку брать и проверять, может, можно сообщить о ней этой даме. Так, ладно, я не буду тут мусорить. Веревка. Спасибо. Вот. Надо пытаться запоминать, что тут происходит на самом деле. Ну-ка, меня выпустили. Ну тут вряд ли веревка. Взять веревку, которая где-то там валяется, спуститься по склону к реке. Да. Вот где она валяется только? Да, что-то я думал, игра не будет сложной. Слушай, если я долго буду тупить, может она мне перезвонит, может игра заботится о самых юных, о самых глупых. Может где-то можно посмотреть журнал? Перезапустить текущий день можно. Ну-ка, может я могу журнал как-то включить? Рация, карточный компас. Заметки. Может в заметках, наверное, что-то есть. Так. Нет. Ну да, возможно, где-то по дороге. Найти веревку в ящике. НЛС 306. Так.
А, да, вон он далеко. Мне как раз вон тут, ну... Так, ладно. Все, спасибо. Спасибо за поддержку. Где спуститься здесь можно? Черт, да вы шутите. Ну, обходить это все. Не с той стороны зашел. Ну надо же, ну. Ну, опасно. О, можно бежать уже. Так, что? Перепрыгнуть? А, вот так вот. Ха. Невозможно выбраться. Так, у меня на запад. На северо-запад чуть-чуть. Туда. Ну да, дорога ведет. В общем-то, да, мне же надо к фейерверкам идти. В любом случае. Да, можно параллельно любоваться красотами пластилиновыми. Хотя нет, все-таки цвета классные в этой игре. Точно правильно иду? Да, ящик уже где-то рядом. Кстати, не такая уж большая тут карта мира. Левее? Нет, он где-то вдоль дороги, этот ящик расположен. Сейчас. Сильно заморачиваться не надо. А это у нас что? Такие камни интересные. Дорога по... А, вон он. Стрелочка на твоем маркере есть, она показывает, когда ты смотришь. Нету. Не, ну в принципе и правильно, чтобы больше на компас ориентировался. Ну, в общем, вот она. А можно, я думаю, не говорить об этом. 1, 2, 3. Так, тут 4. И... О! Украли стрелочку. Не то. О! Разобраться с тем, кто пускает фейерверки. Не, надо что-нибудь говорить, я думаю. А, здесь закуска. Я, вероятно, ее съел. Это где? Я у ящика с припасами. Нашел переписку двух парней. Ну-ка, а что тут? Why читать? 7 июля 86-го. Рон, привет, старик. Парень не выдержал, так что я запер его в вышку и убрал часть его вещей в ящик. Нашел один из батончиков, которые тебе нравятся. Я направляюсь в парк, но давай нажремся, когда я вернусь. Богатые фейерверщики, да. Люди следят с катушек на этой работе. Тут записка, в которой говорится, что парень покинул свой пост. Но такое случается, да. Ты же не следишь с катушек, Генри? Я не планировал. Ставить себе. Да, давай оставим. Да, лучше обо всем сообщать, мне кажется. А шишку нельзя оставить себе. О,
Ом-ном-ном. По тарковской привычке. Все съедаем, чтобы врагам не осталось. Ну ладно, пошли карать. Я думаю, да, куда-то сюда надо топать. Да, вон. Здесь дерево, которое изодрано на куски. И? Ты не считаешь это немного беспокойным? Генри, здесь водятся 200-килограммовые гризли. Они точат свои когти. У нас в Колорадо гризли не водятся. Местные их давно убили. Ну, а Торафер, они охотятся на людей. Они убивают людей, закапывают тела, а потом возвращаются через пару недель и съедают их, потому что любят гнилое мясо. Люди попросту исчезают. Ты считаешь, это не беспокойно? Нет, Генри, это жизнь. Господи, да, мальчика? Женщины. Да, фейерверков много у них. Генина оползень обрывистый. Ловко. Прикольненько. Нет! Оу. Ну, вроде живой. Все цело. Давай пожалуемся, конечно, пожалеют. Эй, что с тобой стряслось? Моя веревка порвалась во время спуска по оползни. Ты же ничего себе не сломал? Не, я думаю, справлюсь. Будь осторожней. Можно было бы спуститься еще сюда, но... Здесь есть место для крепления, чуть дальше глиняного оползня. Готов на оседлать лошади? Я просто не могу продвинуться дальше, вот и все. Этот путь ведет на юг круче, но должен выйти к озеру, просто следуя на запад. Без всякого, знаешь, скалазания. Хорошо. Лето долгое, следуешь позже. Так, это юг, значит, там у нас. Гейм-овер уже, ну все. Переиграть. Мемчик. Кстати. Сообщить о луге. О, здесь озеро огромный утес. Это действительно что-то. Да, отличное место для походов. Раньше сюда приходила группа парней, которые туда забирались несколько раз в год. Ну что с ними случилось? Не знаю, просто перестали появляться. Я смотрю на большой утес и не уверен, где искать наших пиротехников. Может, продолжишь путь на запад к озеру? Гениально. Нахожу много пустых пивных банок. Они разбросали их повсюду. Ты, блин, серьезно? Ага, еще как. Люди хуже всех, не правда ли? Не очень, нет. Можно взять, чтобы врагов отвлекать. О, может прибраться. То есть каждую надо по отдельности прибирать. Ну, конечно, мы поддерживаем чистоту окружающей среды, да? Можно осмотреть. Это на самом деле, чтобы врагов отвлекать, как в метро. Красный орел. Сварено в Вайоминге. Так, ну я прибрался вроде бы. Так, сказать мне нечего. Так, все, я задерживаюсь, надо идти дальше. Угу, смотри, что у нас тут.
Костер не загасили, так. Кстати, а так можно? А можно. Смотри, они костер решили развести. Знаешь, они даже цветом подчеркнули знаки безопасности пожара для безграмотных. Но, видимо, это не касается полных идиотов, да? Затушить. А, можно затоптать его вот так вот. Вот, я не вижу смысла сообщать. Его можно бесконечно тушить. Пузырь, да, я видел. О. Слушай, не, я возьму просто себе молча это. Классный виски. На. Ой, слушай, можно было вернуть. Это, наверное, нехорошо, да, поступаю? Ну не, я им передам его, если что. Они оставили здесь свои сумки. Не наезжай на них. Последнее, что мы хотим, это обвинение в домогательстве от туристов. Ой, можно вернуть. А вон еще что-то у них. Пионерский костер потуши. Ну, я потушил. Что бы ты думала, люди с дерьмовыми манерами пьют дерьмовое пиво. Ну что, тебе не хочется холодненького мусква что-то там? Не хочется, но я никогда не говорю, что отличаюсь хорошими манерами. Хотя они лучше, чем у этих странных вредителей, это точно. Нашел фейерверки, они даже не пытались их спрятать. Конфискуй их? Давай. О! Они оставили свою одежду сушиться. Похоже, что двое. А что если они голые? Ну, это ведь будет развлечение. Послушай, они все еще там, так что приструни их и затем возвращайся. Мусква, да, какая-то. Акула, спруты, амазонки. Ну, можно было с ними там позаигрывать, наверное. Эй, как все прошло? Я надеюсь, они утонут. Ауч. Я не думаю, что кто-то будет горевать в паре будущих поджигателей. Просто продолжу диалог и не сочту это за угрозу.
Спасибо. Ну, честно, спасибо, что разобрался с ними. Другой лифчик. Так. Можно говорить, фразы уже не актуальны. Так, мне надо вернуться на вышку. Найти путь назад к вышке 2 тропы. Two forks. Можно сказать, 2 вилки. Музон медведям оставил. Ну. Медведи тоже люди. Пусть повеселятся. Так, ну ладно, я просто пойду по тропинке, не буду заморачиваться. Так, а можно быстрее? Пожалуйста. О, побежал. Ты эко-фашист. О. Я вернулся к большому утесу, но не уверен насчет дороги назад. Я бы двинулась на запад к озеру, затем повернула на север в сторону ущелья. Да? То есть мне обратно идти? А-а-а. Вот отстой. Ну-ка, а может сюда смогу пролезть? Наверное, заблужусь. Енот. А, тут зверушка. Енот. Енот. Я тебя не понимаю. Потому что я говорю шепотом. Потому что ты говоришь шепотом. Странно. Порог. Да. Какого черта? Я разгадывала кроссворд и поняла, что за тема. Это фонетически анониме. Порог. Приятного дня. Спасибо. Реакция главного героя, мне кажется, самая подходящая, единственно возможная на это, что она тут сказанула. Ну, похоже, это тупик. В общем, надо к озеру спускаться в любом случае, похоже. Давай, не застревай. Сообщить о луге. А что сообщать о луге? Все еще Да не, я должен найти сам дорогу. Рубит сильно. Ну так ты это. Я понимаю твое желание, но сон это важно. Так что я благословляю тебя на сон, лакирь. Уи, ускорение. О, кажется, я нашел то, что нужно. Здесь озеро, есть путь к вышке 2 тропы. Да, это твоя вышка. Значит, мне туда. Ну, ты точно не поднимешься вверх по оползни? Да, вот я затупок, надо было сразу сюда идти. Тебя на кого оставить-то? Так, вон тут у нас Димейдж, это Сигма, Флавий. Они обо мне позаботятся, я думаю. Так, тут что интересного у нас? Не о чем сообщать, да? За поведение. Интересно, а можно упасть? Но я не буду проверять.
Ну, какое-то время. Я тоже долго не буду, пожалуй, стримить, потому что меня тоже рубит. Я проснулся сегодня в 5 утра, сейчас уже 2 утра. То есть, сколько это получается? 21 час на ногах. Причем я спал всего 5 часов, как обычно, черт возьми. Вот, и вообще сегодня довольно насыщенный день у меня получился. Я еще и стримить решил. Так что, да, я тоже долго не буду тут засиживаться. Посмотрим, как пойдет, пока еще хочется продолжать. Я думаю, когда мы все устанем, захотим спать. Ну, послушай, хочу тебе кое в чем признаться. Что такое? Ну, слушай, прошлой ночью я была пьяна, когда я поприветствовал тебя на работу. Ну, что ж, ты не первый начальник, который так делал. Знаю, просто я иногда могу быть чересчур назойливой и выведывать у тебя, ну, почему ты здесь и все такое. Ну, все в порядке. Я стараюсь вести себя подобное к минимуму. В общем, дай мне знать, как доберешься до своей вышки. Да ладно, что она парится. Наоборот, прикольно поговорили так. Откровенность, она, в общем-то, полезна. Спать срочно надо. Вам тоже демейдж, да? Флавий за старшего. Ну, а кто же еще? Можно еще Никиту за старшего было бы оставить, но он, похоже, уже убежал. Так, ну вообще тут игра созерцательная, так что надо почаще смотреть по сторонам. Я думаю, да, чаще общаться с... Как ее? Дилайла? Потому что я как-то... Ну, ассоциируя себя с главным героем, почувствовал себя немного одиноко, может быть, и меня тянет на общение. Прошлая ночь была ясной, что звезды было видно, сейчас какая-то пелена. Да, я, знаете, возвращался вчера с работы, уже в темноте, то есть в 7 часов потемнело, и да, небо было очень ясным, я прямо давно-давно, наверное, ну, больше года не припомню. Не, я вообще редко смотрю на небо, а вот посмотрел вчера, и так интересно, оно ясное, но при этом видно всего несколько звезд на небосводе. И одна была такая яркая, наверное, это был Марс. Я вообще без понятия об этой всей космонавигации, но мне казалось, это был он. Но я скоро пойду, да. Пока телефон не разрядится. 4%. Мы теряем демейджа. В общем, да, ночь предыдущая тоже была ясная, это тоже было красиво. Мне понравилось. Я слышал гром. Да, я вижу бурю к северу отсюда. Это плохо, да? Из-за молнии. Это значит, что нам предстоят дела. Торопись домой и смотри, что в тебя не попала молния. Меня попала молния, когда мне было 9 лет. Так что я в безопасности. Она не бьет дважды в одно место. Ну, был один дозорный по имени Рой Салливан, в которого молния ударила 7 раз. Нравится мне это. Если тебе станет легче, то умер он не от этого. А от чего он умер? Самоубийство. Можешь поверить? Могу. Ну тут на самом деле быстро бегать, наверное, нет смысла особого. А сообщить можно про них? В деревне небо просто космос. Как будто летишь на корабле. Летишь на корабле? А вы в деревне, да, находитесь, Димейдж? Сейчас. Я помню, вы упоминали уже деревню. Деревня, по-моему, это замечательно. Здесь рок или что-то такое. Ну, оленьи рога — это костное образование. Обычные рога состоят из того же, что и твои ногти. По-моему, это кость. Оленьи рог. Должно быть, рейнджер нашел. Чё? То есть оленьи рога не такие рога, как у других? Рейнджер нашел этой весной.
Сообщи о фонарике. Я нашел фонарик. Там был один, отлично. Солнце скоро сядет, так что если батарейки еще живы, то тебе повезло. Хм. Так. Правый стик, чтобы включить фонарик. Хорошо, в данный момент в городе. Может, еще поеду в ближайшее время комп взять, не проблема. Это хорошо, когда взять комп не проблема. Когда ты можешь взять с собой комп, в общем-то, не важно, где тебе находиться. А что в этой пещере? В громовом ущелье? Громовом ущелье? Эй, не я его называла. Но в пещере? Не знаю, камни. Но вас не советуют заходить глубоко, это довольно опасно. Так, что говорю, пофиг. Ты взрослый человек, можешь идти куда хочешь. Отлично. Раньше кое с кем лазил по пещерам в Колорадо. Ей нравилось. Было круто исследовать эту пещеру. Может быть весело? Само собой, быть очень аккуратен. Не выглядит такой шо. Генри? Серьезно, тут все нормально. Чтоб тебе. Похоже, что путь ведет через пещеру. Снова в пещере? Блин, нельзя потерять там еще одного дозорного. Еще одного? Они заходят, но никогда не выходят. Это очередная шутка. Да, это она. Как у вас все еще ловит тут? Привет. Генри харизматичен. Кстати, тут можно сохраняться самому? Да, можно сохраняться. Эта пещера закрыта. Это чтобы спелеологи не погибали тоже. Сперва взять... Чё? Логично. Хотя Дебби сказала, что потеряла их 3 года назад, так что возможно загадки останутся под замком. Черт. Но может быть ты отыщешь другую, утолишь там свой пещерный голод. Какая удобная рядом с домом. Ой, прости, Хэнк. Хэнк? Путь к сердцу Дилайлы, может, тоже лежит через ее пещеру. О, у нас вульгарности запрещены. А я смогу? Я смог. Хотя, ну, не то, что запрещены, не рекомендуются. Не одобряются. Какой-то парень. Какой-то парень? Стоп, он смотрит на тебя? Что-нибудь еще делает? Я не думаю. Генри, я что-то хотела... Мне следовало тебе кое-что рассказать об этом месте. Что такое? Это природа. Да ладно тебе. Все вокруг. Люди вольны ходить туда-сюда. Это безумие. Ладно, я понял. Случайно натыкаться на кого-то? Это часть веселья. Она преподнесла эту информацию странно. Так, ладно, двигаем дальше. О, ловко. Да, постараюсь осматриваться еще. Ну, я думаю, да, сегодня где-нибудь стрим общей продолжительностью выйдет часика 2.
есть я вот начал где-то часик назад. То есть еще часик постримим, наверное. Я к тому же просто не привык в такое для меня позднее время стримить уж. Еще посмотрим, как пойдет, конечно, игра. А тут разве что-то есть интересное? Ничего. Медитативное карабканье. О, он это быстро, по-моему, сделал. Ау. Ну ладно, хоть не в другую сторону упал, и то хорошо. Этот путь больше не закрыт. Правда? Угу. Я позаботился о заблокированном пути. Чуть спину не сорвал. Ну, ничего не сделаешь ради службы. Вот спасибо. Обращайся. Медвежий клык 2 километра на север. Вышка Торофер 10 километров на север. Про туалет надо рассказать обязательно. Насчет того, чтобы ходить в туалет, это возможно только в уличном туалете? Ты мужчина, Генри, ты можешь ходить где угодно. По крайней мере, по малой нужде. И, признаюсь, я тоже писаю, где захочу. А что, генератор — это вся электроэнергия, которая у меня есть? Да? Ему не требуется много бензина, а у тебя немного электрических приборов, так что... А как же мой фен? Ах, извини, придется тебе ходить со стрёпанными локонами. Никогда? Звездное небо? О, да, слушай. И опять я не смотрел на небо. Надо чаще смотреть на него. Ну, вообще, в целом, в жизни, ну, в игре тоже можно. Ну, немного... Как бы... Не хватает ему глубины. Плоское, да, такое. О, это что? Чем могу помочь? Моя машинка лежит на земле, рядом с вышкой. Ты пишешь? Послушай, ветер? Нет. Как тогда? Тебе следует подняться наверх. Ничего себе. Машинку надо вернуть на место, я думаю. Где Венера? Орион? Мне кажется, тут расположение звезд какое-то неправильное. Может, мы на другой планете находимся? О, тут бардак. Смотрите, чего. Кто-то все раскидал. Эй! Отлично просто ты его бросил. Ну хотя бы так. Ну. Сообщить. Я хочу сообщить. А, вот. Кто-то вломился. Что? Они просто разнесли комнату, выбросили машинку из окна. Твою мать. Нифига себе. Сообщили с службе о том, что случилось.
Мне придется починить окно. Завтра, Генри. Ты не замерзнешь. Ай. Бесполезно. Мое чертово белье. Окей, я позвонила. Это было быстро. Ну, вот так. У тебя есть идея, кто мог это сделать? Ну, может, тут мужик, который видел в ущелье? Но ума не приложено. Какого хрена ему грамотные вещи? Я попрошу рейнджеров последить и допросить мужчину в одиночку, если такого встретят. Поверить не могу, что кто-то это сделал. Я переживаю по поводу медведей, пожаров. И все, а теперь к этому добавится турист, который охотится на дозорных. Класс. Хорошо. Утром я позвоню своей подруге Петти, которая работает в администрации в коде. Она еще с начала времен ведет учет тех, кто использует туристическую тропу. Может быть, она сможет достать список имен? Проблема это не решит, но если что-то случится, мы сможем свериться с ними и узнать что-то полезное. Спасибо. Я хочу, чтобы ты чувствовал себя здесь в безопасности. Не волнуйся. Ты можешь за себя постоять, да? Уже приходилось. Хорошо, герой. Звезды одинаковые, разбросаны рандомно, созвездий не видно. Ну да, я тоже заметил как-то неправильное небо какое-то. Помнится, Аарон Франц в своем движке для арены присобачил эффект вращения звездному небу. Проснись. Может, подростки, да? Просыпайся. Да чё я? Я встал. Что у тебя стряслось? У нас. Извини, у нас стряслось. Та буря повалила телефонную линию, которую использовали для связи с лесной службой. То есть мы отрезаны. Я попробовала вызвать их по рации, но тоже не сработало. Не понимаю, почему так. Если у нас же были неполадки со связью в этой зоне. А нет запасной линии? Запасной вариант в 2 днях пути отсюда. Так это значит нет? Мне проще попросить остальных дозорных проверить состояние проводов на их территориях. Твоих же не так далеко. Если ты найдешь проблемы со своей линией, я попытаюсь связаться с рейнджером, он кого-нибудь приведет для починки. Хорошо, это я могу. Где она? Помнишь ту пещеру, через которую ты вчера прошел? Да, конечно. Так вот, тебе нужно вернуться туда, пройти ее до конца, и как только выйдешь, продолжить двигаться на север. Сделаю. Спасибо, Хэнк. А! Не успел! Черт. Ну, пусть называют Хэнком. Это мне напоминает Хэнка из Детройта. Заря уже. Это тут или... А, ну... Это подожди, это... Сломанные часы, они не идут. Или идут? Не идут. Это заря? Так, где солнце всходит? А, ну да, заря на востоке. Опустить компас. Виски. А, всегда с собой беру. Да, я понял, Флэй. О, а тут что у нас? Жесткая 8. Да, вот так это делается. Ой, не хочу на самом деле. Джулию не видно, смотрите. Генри такой милашка. Да, Джулия выглядит такой хрупкой. Такой моложавой. Ну тут просто нельзя иначе. Только бросать можно. Так, ну это нас не интересует. Фейерверки. Конфисковать. Не думаю.
О, не, можно еще возвращать некоторые на места. Прикольно. Так, ну ладно, хватит залипать, пойдем. Он каждый раз будет так хвататься за перекладину. Так, откуда я пришел-то, получается, оттуда вроде бы. Да. Туалет выглядит. Мне кажется, меня убьют, когда я буду в этом туалете. Чувствуем себя немного уязвимо? А, слушай, ни один мужчина в истории не чувствовал себя крутым со спущенными штанами. Ну что, крепись. Ты всегда можешь меня вызвать, если у тебя проблемы? Ну, конечно, обязательно. Здесь можно сходить. Бейсбольный мяч. Деревянный знак. А, не знаю, если другой вымышленный персонаж, которого я ненавижу больше, чем Фореста Бёрнса. Генри, как сотрудник лесной службы, заявляю, это предательство. Он меня очень пугал в детстве. Он вдохновил меня провести большую часть своего третьего десятка, трудясь на благо охраны природы. С тобой психотерапевта было бы где разгуляться. Спасибо, мамочка. А что это вообще за имя такое? Форест Бёрнс. Это каламбур, Хэнк. Изящный каламбур. Я ходил в школу с парнем по имени Роял Бэтс. Роял Бэтс? Не думала, что кого-то называют Роял с 1850-х. Его мама была креативной женщиной. Флоу Бэтс? Господи, даже хуже. Фло. Но все же лучше, чем Форест Бёрнс. Форест Бёрнс, типа, лес горит. Роял Бэтс. Бэтс. Королевские задницы. Флоу. А Фло Бэтс, этот каламбур я не понял. Да, вот так его. Да, и мне куда-то сюда. Ну да, я пока буду просто идти, как помню. Кажется, довольно высоко. Это, похоже, короткий путь, да? Ладно, давай посюда пойдем. Да, тут есть выбор: спускаться спокойно, либо прыгая вот так вот. Можно для разнообразия попробовать. А, ну да, я помню это место. Да, похоже, нам только сюда. Что-то как-то тороплюсь сегодня. Тороплюсь успеть. То есть обычно я особо не бегаю в играх. Здесь вообще довольно прохладно. Все так. Быстро теплеет. На Болдере утро холодно, верно? Именно. Чем ты там занимался, в смысле? Какая там жизнь? Бакет Джулия. Я проводил много времени с Джулией. О, у тебя там кто-то остался? Ну, ты решил взять перерыв, или... Мы
сложность, как говорится. Извини. Подождешь секунду? Sure. Just Конечно, я просто hiking and hoping it warms up. продолжу путь и буду надеяться, что скоро потеплеет. Heyo. I Привет. don't think so. Не Why, думаю. have you? Нет, а ты? Okay, Слушай. good. Ладно, хорошо. No, I don't think he has any idea. Не думаю, что он знает. I'm absolutely Я sure. полностью уверен. Would you? А ты бы чё? All right. Хорошо, I'll let you я know if тебе anything сообщу, если changes in что-то that изменится regard. по этому вопросу. Hey, sorry about that. Извини за это. Anyway, Так вот, Julia, Джулия, girlfriend? девушка, Ex? бывшая. Sorry, I Извини, не don't хочу mean to быть pry. назойливой. That would be my wife. Моя жена, Julia. Джулия. Oh, like Твоя your жена wife, или or like она she's забрала taken половину half my имущества stuff жена? My wife. Моя You're жена. here. Ты здесь? She's sick. Она больна. be here, Меня не but I должна am. быть здесь, но я здесь. Я... I'm sorry. Мне жаль, What is Генри. it? Чем? We'll get into it. Скажу Okay. позже. Хорошо. Well, Но in пока the meantime, ты здесь, you are here, здесь хорошо. and it's Но уход не beautiful, всегда означает and что-то escaping плохое. isn't always something bad. Yeah, sure. Да, конечно. Like, I gotta go do a thing, Послушай, but I'll have a мне radio. нужно сделать одно дело, но я возьму рацию, хорошо? Так что звони, если надо. Икс, чтобы бежать, да понял я. Это так удобнее. Так, а что мне вообще надо-то? Проверить линию связи к северу от ущелья. А, ну вот она. Слушай, она довольно длинная, протяженная. Ладно, как-нибудь справлюсь, я думаю. Да, такой холодный туман, действительно. Мгм, вот и линия. Поговорить нам не о чем. Тут можно находить всякие штуки интересные. Если заглядывать во всякие уголки. Так что надо, пожалуй, не лениться это делать. Вот, телефонная линия. I can see the Я wire вижу you're провод, о talking котором about. ты It говорила. looks like it's in good Отсюда shape кажется, from что here. с ним все в Follow it порядке. up to the top of the Проследуй trail вдоль if you can. него до You can конца, head если back as возможно. soon as Можешь you give me the возвращаться, all как только clear. Got it. сообщишь что-то там. So we really can't Мы не reach можем с anyone кем связаться, any other кроме way как than с these помощью этих wires? проводов. What else do you А suggest? что ты еще Smoke предлагаешь? signals? Дымовые сигналы? Seems dangerous. Ситуация Well, звучит if they don't опасно. hear from me for a few Если я не days, буду they'll выходить send с ними someone на out, связь пару but дней, они I'd кто-нибудь rather отправят it not come проверить. to Я that. предпочитаю этого избежать. Ходил до утра. Это, это ты к чему, Флавий? О! А, подожди. Это тень. Мне показалось, что я нашел обрыв. Так, а тут что? You wake up pretty early then, Ты huh? довольно рано просыпаешься, да? Сразу после восхода солнца. Весьма службе почему-то не нравится, когда мы вешаем занавески. I just covered Я my просто head with накрыл my голову pillow. подушкой. Seems to do the Вроде trick. помогло. Ага, под твоим присмотром лес точно никогда не сгорит. А, это ее вышка. Can you see the Ты видишь линию communication связи wires со from своей where you are? точки? Я Я вижу столбы, но без понятия, в каком состоянии провода. Но Они тянутся прямо до точки под названием Медвежий Клык. Тебе просто нужно идти за проводами наверх и удостовериться, что с ними все хорошо. Про труд лесника.
Firewatcher. Ходил до утра. Это такая хорошая характеристика человека. Столб. Столб! Ну, тут все нормально. Корни торчат. Ну, тут, кстати, можно, я думаю, немного побродить. Вот, чувствую, можно что-то найти. Опять туалет. Слушай, я нашел постройку, которая вроде бы когда-то была туалет там. Whoa, Эй, you тебе не don't нужно need мое my разрешение, permission чтобы to сходить go в to the туалет. bathroom. Используй заброшенный сортир на свой страх и Use риск. abandoned shitters at your own peril. I mean, Shitters. I'm in the Я right имею в area. виду, я на нужном Yeah, месте? the wire Да, runs провод идет quite a довольно ways далеко на north. север. Just Просто иди follow it за up to ним the до того point that места, I которое мне mentioned. говорила. Мне кажется, я тут могу что-то... О, это что такое еще? Anything I should know about the Что cabin at мне the top стоит of знать о this hill? хижине на вершине этого холма? Hello? Алло? Okay, then. Хорошо. Странно, что она промолчала по этому поводу. Ну-ка, тот же код. Да, все коды одинаковые. Я нашел старую кепку ветерана Корейской войны. Surprised how many Ты будешь former удивлен, service узнав, members сколько take бывших this военных gig. проводит эту работу. Well, makes sense. Логично. I imagine if you've Я been думаю, through если ты war, прошел you войну, тишина тебя никогда probably не can't get надоест. enough silence. Почему бы нет? О, даже открыто. О! Да, прикольное место. На самом краю, да? Свывает ветер тут. Испорченный обнаружитель огня. Такой пейзажик неплохой. Гитарка. Что-то как-то ее, правда. Не могу осмотреть как следует. Как будто он боялся, что там что-то сидит, прячется страшное. Так, ладно, это место на меня наводит тоску. Пойду отсюда. Я еще не застревал тут. Вот меня понесло. Вечно я норовлю залезть куда-то, где даже не интересно, но все равно хочется проверить, вдруг там что-то лежит. Ладно, пора уже двигать дальше. Ну, теперь, кажется, я вижу обрыв. Хотя провод может уходить просто туда. Хотя вот к этому не подходит столбу провода. Да, это похоже на обрыв. Ну, в любом случае надо... Что-то шуршит. Вот, наверное, просто эмбиент. Слушай, у меня шуршит что-то. Не, ну должно быть это просто ветер, конечно, но я... Попробую это поймать.
А сюда я зря забрался. Отсюда пути нет. Что можно сказать? Реплики все завершились. Управление на геймпаде, конечно, немного непривычное, но... Я думаю, мне туда. Guess what? What is it? Угадай, There's a что bunch of такое? empty Куча cans up пустых here. пивных Same as банок. before. Как в прошлый раз? Yep. These fucking Чертовы kids. дети. Why do you think they'd be up Почему here? они Hell здесь? if I know, but they Если бы better я have stayed знала, away from our лучше бы им держаться communication подальше от stuff. наших линий связи. Стоп, стоп, стоп. Тут вряд ли что-то найду, наверное, можно ускориться даже. Хотя вот здесь может что-то быть, да? Как будто бы. Но на самом деле здесь ничего. Yeah, okay, the Да, wire's down провод here. Okay, здесь. good. Any Хорошо, sign of видел those девочек? girls? Или Did they mess они with что-нибудь anything? I'll look испортили? around. Я поищу. Изучить линию коммуникации вблизи. Да, такой просто провод тянется по лесу. По дикой местности. Пиво опять тут повсюду. Надо все прибрать. Мне кажется, можно ачивку получить за это. Паразитки пивохлебки. А может это не девочки пиво? Хотя нет, да, пиво. А, да, похоже на них. Hey, so the Провод в wire's этом месте definitely определенно bad. I just поврежден. found Я it. его нашел. Yeah, the Да, thing только is, вот doesn't look не like похоже, the что это wind. из-за ветра. Looks like it Похоже, was его cut перерезали deliberately. намеренно. I knew it the Я moment you знала said с you того found момента, their как ты сообщил trash. об их мусоре. These А эти idiots are идиотки gonna pay. поплатятся. Do they realize Они this is понимают, how что из-за people этого die? могут погибнуть люди. What if А something что если happens to что-то one of my случится с одним из lookouts моих while this is дозорных, going пока on? такое происходит? God forbid Не there's дай an бог в actual этот момент fire начнется running out of пожар. control. What do you want to do? Что ты собираешься I want делать? you to go find Я them. хочу, чтобы ты их нашел. And then what? И что потом? I Я haven't Я thought так that далеко far не ahead. думала. That's Хотя not true. неправда. Everything that comes to Все, что mind is приходит в голову, illegal. незаконно. Let's hear it. Поделись. Oh yeah? Даже Hey, I так? came out here for a Я breath пришел of сюда fresh за air and глотком some свежего воздуха и adventure. приключениями. Yeah. Так что там у тебя? I think I want you to Я justify думаю, я that просто I хочу, чтобы ты scared нашел их и the испугал до hell смерти. out of them. Yeah, I'd make us Ага, look я at бы those сделал in страшный costume, but костюм they stole призрака, my но они shoes. украли мое белье. Не знаю. Подожди, пока они уйдут, а потом разгроми их лагерь. Да так, чтобы девочка-тинейджер убежала к мамочке и папочке. I'll find Я it. найду их. Thanks. But Спасибо. I am gonna Но need a мне нужно raise. повысить зарплату. Don't hold Не your breath. надейся. I'd start by Я бы вернулась к hiking back вышке и towards your поискала tower and что-то, just что keep an eye выведет out тебя for к ним. anything that would lead you to them. Well, they're big into Red Eagle. Фанатки Red Eagle. Great. Отлично. See if you can find the Попробуй path they найти took путь, down по from которому there. они ушли отсюда. Может быть, они обогнули место с другой стороны, в сторону озера. I doubt they're where they Сомневаюсь, were что они будут yesterday, там but же, they где и obviously вчера, can't have но gone они точно не far. могли уйти далеко. Да, я думаю, мы вот этот день до конца доведем и на этом закончим. Я думал, можно смотреть вот это еще. Go to Hell, да, это похоже на девчонок. Я думаю, сомнений нет, что это они, да. Так, все это прибираем. Так, по пивному следу можно. Слушай, они столько пива выхлебывают. Жесть. Вон еще.
Слушайте, да, мне хочется все собрать, мне кажется. Это вознаградится. Это, конечно, не очень весело собирать мусор, но это мы делаем во имя великой цели. Так, а тут у нас что интересно? Похоже, ничего. О, I've got an у overgrown меня есть trail заросшая here. тропа. Yeah, that'll Да, happen. такие So будут I'm встречаться. screwed when it comes to getting Проблема, past что я it. захочу по ней пройти. Screwed until you Проблема find до тех пор, yourself, пока не yeah. расчистишь, Great. да? Well, if I come Прекрасно. Но across если я some найду нужные tools, инструменты, I'll то add добавлю с groundskeeping to my удовольствием в ever-increasing бесконечную list of увеличивающую список responsibilities. обязанностей. Да, Димыч, спасибо, что смотрели. Да, мы тоже будем закругляться скоро уже. Да, спокойной ночи, желаю хорошенько выспаться. У нас же вторник завтра, да? Ну, у меня выходные начинаются. Позитивненько. Вот, ну, кому-то, да, кому-то школа, работа и все такое. В общем, да, спокойной ночи, Димович. Так, я надеюсь, я правильно иду. Тут я вот не уверен. Ну, там интересно, что там. Припасы региона Торофер. Вышка Торофер. Так, а по карте у нас что? Мне кажется, надо идти на supply drop. Вот этот вот. На север. Карабин? А, ну. There's an abandoned Здесь pack out оставленный кем-то рюкзак. And it's not one of the Он teens. одного из подростков? No, it looks Не, like it was похоже, lost что a его long time забыли ago. довольно давно. Well, you could always Ну, pilfer it for всегда можешь supplies. проверить его на наличие припасов. Тут как будто кто-то сорвался сверху. Ну, сказать тут нечего. Тюк. Рюкзак Брайана Гудвина. Да, неуклюже. Well, I am Теперь у flush меня with ropes now. завались That веревки. pack was В full of рюкзаке them, ее in было decent полно, в condition, неплохом too. состоянии, кстати. That's lucky. Не There's повезло. enough rope here Есть that I could так just много веревки, что я могу leave them оставлять hooked ее up, на I think. креплениях. Вот, зацени. Oh, get В this, рюкзаке this также pack был один came из with этих one of those картонных cardboard одноразовых single-use фотоаппаратов. cameras. With pictures left? Yeah, Так, еще he only used осталось 3 or 4. всего 2-3 раза щелкнул. Neato. Круто, тень. Thank you, Brian Спасибо Goodwin. Брайану Гудвину. Wait, Стоп, who? кому? The bag had the На name сумке была Brian нашивка с Goodwin именем Брайана sewn into the Гудвина. top. Huh. Ого, Do you know him? ты его знала? Yeah, I just... Да, просто я не слышал этого имени уже несколько лет. Ну, давайте. Паренек, с которым у тебя что-то было? О, да, было, горячо и страстно, конечно. Брайану Гудвину было 12. Это нашу любовь никто не мог понять. Ugh. Я шучу. Не о том, что ему на самом деле было 12. Это часть правды. Он жил в 2 тропах, твоей вышки, с своим отцом Недом 3 лета назад. Отличный паренек. You can bring children out Сюда here? разрешено приводить детей? Нет, я не ярый приверженец правил. Они уехали в середине лета. What
but they couldn't Ну handle что, your они смогли unique вынести brand твоего of charm. уникального обаяния? Not many can. Немногие могут. Unsurprising. Неудивительно. Anyway, Ну, в so it общем, вот goes. так. Have fun with Развлекайся that с camera. камерой. Try not to snap Постарайся anything не that would снимать чего-то, scar что a травмирует Frodo работников employee. автодрома. I don't know. I got a lot of hiking Не to знаю, do. просто Might долгий get путь, bored. могу и заскучать. Well, I'm bored as Ну, мне rocks, тоже so очень I'll keep скучно, you так company что while you я find составлю those тебе girls, huh? компанию, пока ты ищешь девочек, да? 18 фоток осталось. Надо найти что-то, мне кажется. Ну, кстати, вот это дерево неплохо подходит на роль объекта фотографирования, да? Только надо найти ракурс подходящий. Вот как-то так. Так, ну пока у меня нет представлений, куда идти дальше на самом деле. Тут кривенько наводится даже. Вот тут ящик. Так. Как-то пустовато. Закрыть хоть за собой. Так, она говорила вернуться к вышке и поискать их, что-то такое. Или пройти к вышке и поискать их. Ну сюда мне явно нельзя. Это я уже у края карты, да? Угу. Что, я так могу долго их искать? Я уж начинаю подумывать, чтобы закруглиться, не дотерпев до конца этого игрового дня. Наверное, я так и сделаю. Или может сюда пойти? Ну-ка. Что у нас? Hey, I'm out at a Так, ravine. у What's this оврага. thing Это that что за spans штука, across которая it? тянется через меня? That is how Это you то, get как to my попадают в мой sector. сектор. No kidding. Серьезно? Let me hike over. Слушай, да я в него Well, залезу. it's locked up and Он заперт mainly и for предназначен для emergencies. экстренных случаев. I've Я его never сама actually никогда не used it. использовала. Rangers use it from time Рейнджеры to time, используют but его that's время it. от времени, это все. Help! Oh, Помогите, God, it's боже, an у меня экстренный emergency! случай. Oh, really? Ну, конечно. Yeah, I Да, got я только eyes что on a видел tornado. I торнадо. gotta get Мне out нужно of сюда here. убраться. A tornado in the heart Торнадо of в the сердце Rockies? скалистых гор? Yes. Да. Holy Елки-палки, moly, I need to мне call нужно this сообщить in. об этом. Том, Tom, 2 тропы видят торнадо. Он говорит, что ему нужно эвакуироваться в мой сектор. Это метеорологически невозможно? У торнадо не было в Йеллоустоне в последние 100 миллионов лет? Вам нужно, чтобы он остался там лично и вел дневник наблюдений за ценой его жизни? Хорошо, я ему передам. Вот это воображение. Извини, Хэнк, не выйдет. Man. Блин. Да. Ну, я на самом деле пока не знаю, куда идти. Я вот вспоминаю только, что она говорила, мол... сходи к вышке. Ну, я могу путать, может, не это имелось в виду совсем. Вообще, скорее всего, надо просто идти прямо было. Я думаю, на юг туда, то есть. Ну, кстати, у меня похожие. Ну, я спрыгнул вниз и теперь не могу подняться обратно.
Вот не задача. I can just А keep я могу hiking, продолжить but I путь, figured я I решил should let you предварить на know in случай, case I если get здесь myself застряну. trapped out here. Well, hopefully that doesn't Надеюсь, happen этого before you случится после find того, как ты these найдешь этих assholes. засранок. Я тут подумал, возможно, You тебе should стоит probably вернуться head туда, back где ты to их видел в where you последний saw them раз. last. Озеро. Слушай, это хорошая подсказка. Но это далеко, черт. То есть на юго-запад. Чего доброго, канатная дорога уже не работает по закону жанра. Да, наверное. Ну что, Флавий, что думаешь? Попытаться закончить эту главу? Нам всем вместе сегодня или закругляться уже сейчас? Ну, то есть этот день завершить. Ну да, судя по всему, мне туда. Поем. Ну, можно залезть обратно даже, прикольно. О. За 10 минут без подвижек закруглиться можно. Угу, хорошо. Сейчас у нас 21 минута. Если за 31 ничего интересного не случится, то закруглимся. Как Генри страдает. Так, озеро Джонси. Здесь. Какие-то там вон цветочки. Записка. Читать. 16 июня 86-го. Дэйв, угадаю, у вас свидание с Дебби на следующей неделе? Нет, не у этого засранца Стива, твоего друга Рона. Я пошел проведать нового парня в Двух Тропах и услышал, как он говорит сам с собой, больше, чем другие дозорные. Поэтому решил держаться подальше. Помнишь, как ты засек парня из Чимни Рок, когда тот развлекался сам с собой в гамаке? Я начинаю думать, что лесная служба нанимает только психов и извращенцев. Нас это, конечно, не касается, а мы сливки общества. Давай выпьем за Деб, Рон. Кто такие Рон и Дэйв? Они вставляют друг другу записки в ящиках. Может, я одного из них видел в ущелье? Помнишь парень с фонариком? Нет, они оба рейнджеры. В этом сезоне их здесь нет. Я не очень хорошо их знал. Мне казалось, единственное, что интересует Рона, бегать с юбками и напиваться. Даже удивительно узнать, что он способен поддерживать переписку с кем-то, кто не пришлет ему свой полароидный снимок топлес. Кто-то нашел окаменелость и положил ее в ящик для припасов. А может быть, это тот же, кто оставил оленей рог? Может, они все же животное оставляют часть за частью? Все животное оставляют. Что это, что такое? Я вижу очень тонкий столб дыма. Да, я тоже его вижу. Тоненький столбик дыма, как будто это новый пожар или костер. Костер? Думаешь, это они? Я думал, да. Похоже, он к юго-западу от меня. Верно, если пойдешь к ручью 5 Mile, попадешь куда надо. Присматривай за этим столбом дыма, дай мне знать, если он станет больше. Хорошо. Ящики с припасами наполнены хламом, да вообще не говори. Полнейший ведь хлам. Да, тут красиво, но я думаю, все-таки будем закругляться. Тут могу долго еще идти до этого дыма, и меня будут отвлекать какие-то факторы постоянно по пути. Так что, думаю, лучше это перенести все на следующий день, потому что я действительно чувствую себя уж очень уставшим сейчас. Ну, так оно и есть, как по сути.
What does she have? Что с ней? О, ну, She's у got нее болезнь Alzheimer's, Альцгеймера, like деменция. dementia. Whoa. Ага, сколько ей было? Is she? Сколько She's сейчас? alive. Она She's жива. with her Живет с family семьей in в Melbourne, Мельбурне, Australia. Австралия. She's 43. Fuck. Охренеть. Yeah. Да. What was it like when you guys Каково это found было, out? когда вы узнали об этом? Well, we didn't really Мы не understand what очень was понимали, happening. что You don't происходило. get Ты не Alzheimer's заболеваешь in your Альцгеймером, late когда тебе 30s. под 40. No kidding. And Да even уж. then, we didn't really Но даже тогда мы get этого it до until конца she не couldn't понимали, work пока не anymore, потеряла and I способность couldn't работать, я leave не her мог alone. оставить ее одну. It wasn't until И then до that I тех пор said, "Oh, я this is не думал, this что is это over." все, это конец. That was hard. Было I'm тяжело. sorry to be such a Извини, что downer. я такой нытик. Don't Даже не even. думай. I'm happy Я to рада listen. выслушать. And, Ну, we'll try to have постараемся some хоть fun немного this summer. повеселиться этим I летом. promise. Обещаю. Ладно. Да, будем закругляться. Все тогда, друзья, спасибо, что смотрели. I'm having a hell of a time getting Ладно, this вот это еще. fucking Ну и flapjack веселенько off же his это ass and now to занятие. repair that Заставить этого wire. сраного кренделя поднять свою задницу и... И чё? Ставить починить линию связи. You want me to go Хочешь, back чтобы and я see what I вернулся и can do? проверил? No. Нет, я I хочу, want чтобы this guy to этому have to мужику roll пришлось his самому lazy докатить ass all the свою way линию out зад here. до сюда. Flapjack is a Крендель choice очень phrase, емкое by the way. определение, кстати. It really fits the Ну, bill в in этом this случае case. оно идеально подходит в описании. Да, вот, на этом закончим. Ну, ничего, игрушка приятная, правда, немного одинокая, не знаю. Немного скучновато, можно даже сказать. Ну, это может потому, что народу меньше стало под конец стрима. Да. Ну, ладно. Ну, мы продолжим в любом случае. Завершим ее, она коротенькая. Вот, да, Флавий, спасибо. И спасибо за компанию. Ну и если кто-то вдруг еще, кроме Флавия, меня тут остался, вам тоже. Может, кто в записи даже смотрит. Вот, в общем, с вами был Сэр Холмс, канал Благородных Сэров, Firewatch. Ну,